Всем привет! В этом видео покажу, как собрать стенки из гипсокартона для душевой кабины. Сейчас выглядит все красиво, но причина, по которой мы взялись за эти стенки, была совсем печальной. Это то, что нам досталось вместе с квартирой. Гипсокартонная обшивка вентиляции и даже чем-то поштукатуренная. То, что вся эта конструкция кривая, в принципе ничего страшного, можно подровнять. Но то обстоятельство, что она чрезмерно хлипкая и к ней ничего нельзя надежно прикрутить, вот это уже потребует исправления. Итак, начали мы демонтаж, разбили немножко гипсокартон и посмотрели, почему все это шевелится. Ситуация стандартная. То есть застройщик никогда не будет заморачиваться насчет каких-то особых качеств собираемых конструкций. То есть тут сказали обшить вентиляцию, и ребята обшили. Ну, как умели, так и обшили. То есть схема не самая лучшая, материал такой себе, эконом-класс. Поэтому все это малопригодно, скажем так, для эксплуатации. Возможно, но малопригодно. То есть если хотите сделать лучше, то надо изначально делать лучше. Сейчас посмотрим поближе, что это такое. То есть профиль, вот он. Видите? Я вот такой профиль могу порвать руками. Вот. Это фольга. Лепестки. Углы. Короче, все это можно собрать намного адекватнее. Чем мы и займемся. Ну, для начала, для продолжения, доломаем все это и уберем. Очистим себе поверхность рабочую. Ну вот, для примера. Скрутил один профиль в трубочку, и он порвался. Ну, конечно, с таким материалом ничего хорошего сделать невозможно просто. Отрывать профиля руками — это даже интересно. Вот. Попробуем еще один оторвать. Саморез выдернул. Ну, примерно так все это выглядит. Готово. Мы очистили рабочую зону от всего лишнего. Ну, сами видите ситуацию. Сплошные воздуховоды из жести. И к ним мы крепиться, конечно же, не будем ни в коем случае. На потолке у нас остались линии старой разметки. Посмотрим, насколько мы сместимся от них. Потому что будем делать наши конструкции под 90 градусов от одной из стен. Начинаем обратную сборку. Устанавливаем осипостроитель в нужное нам положение, то есть под 90 градусов от базовой стены. И делаем разметку на всех поверхностях, где это возможно сделать. Как видим, по линиям старой разметки есть довольно сильный разворот. Ну, в принципе, это было ожидаемо. И, конечно, мы это все исправим. По линиям закручиваем профиля для периметра наших перегородок. Согласно выбранной схеме сборки, для периметра будем использовать и УДшки, и ЦДшки. А в первую очередь соберем боковую стенку, как самую простую. Здесь все просто. Угловой профиль из ЦДшки, перемычки тоже и обшивка в 2 слоя. Готово. Одну боковинку собрали. Лицевую сторону этой стены мы сделаем потом.
потому что нам некуда ее продлить. Она упирается прямо в воздуховоды. Зато мы можем собрать другую стенку. Здесь мы помещаемся профилями мимо труб и можем закрепить периметр по кирпичам с двух сторон. Это будет очень мощная стенка, как раз то, что нам нужно. На эту стену идет подводка воды для айбокса и для длинного гусака с душевой насадкой. По расчерченным линиям закрепляем направляющие профиля. Вот в этом случае у нас все направляйки это CD-шки. Засверливаемся в потолок, справа, слева, а вот внизу мы засверлиться не можем. Здесь проходят трубы. Поэтому сразу сдваиваем один профиль и подвешиваем его в воздухе. В воздухе это не значит, что он висит на соплях. Закручен этот профиль со всех 4 сторон. И с внутренней, и с внешней стороны. На него можно встать ногами, и ничего с ним не случится. Собираем основной каркас на тех же профилях, которые сдваиваются по типу двутавра. Так же, как и самый нижний профиль, все эти силовые поперечины закреплены на 4 самореза. И снаружи, и изнутри. Даже в самом неудобном месте, вот здесь, за трубой, мы все равно залезли и закрепились на саморез. Расстояние между поперечинами тоже не случайное. На стене у нас есть разметка, которую дали нам сантехники. Это выходы воды для душа и для айбокса. Мы должны оставить место и для подводки воды, и для нашего будущего каркаса. Первоначальная примерка, чтобы зафиксировать положение айбокса в пространстве. А это айбокс со всеми подключениями. Снизу подходит холодная горячая вода и два выхода, нижний и верхний. Кстати, сам канализационный стояк мы звукоизолировали минеральной ватой, упакованной в полиэтиленовые мешки. Выглядит, может, не очень, но прекрасно со своей функцией справляется. Лишнее журчание заглушает на отлично. А это наше очередное изобретение, как можно с помощью раствора замонолитить водорозетку в гипсокартонной стене. Об этом как-нибудь другое видео снимем подробнее. В принципе, здесь все готово. И эту сторону можно обшивать гипсокартоном. Ну, в 2 слоя, разумеется. Первый слой обшивки. Там, где у нас заводские стыки на листах, мы смесью углубления заровняли, чтобы получить ровную поверхность. Прикручиваем второй слой гипсокартона и по нему делаем разметку для периметра нашей незаконченной стенки. Схема сборки здесь точно такая же. На мощных поперечинах из сдвоенных CD-шек. Каркас готов. С этой стеной вообще все просто. На ней нет никаких выходов, никаких креплений. Единственное, что нужно, это вытащить сквозь гипсокартон провод для моторчика принудительной вентиляции. Зашили стенку гипсокартоном в 2 слоя. И в принципе наша работа была бы закончена, если бы не мебельщики. У них оказывается справа шкаф на 60 сантиметров, и он не должен заходить на стеклообрамление душевой кабины. Наша задача сделать заплечик, и тогда шкаф спрячется в получившуюся нишу. У нас есть возможность избежать стыка на боковой поверхности. Для этого просто снимаем один лист обшивки и убираем его в сторону. В продолжение боковой стороны собираем каркас из удешек. Такой профиль выбран потому, что этот заплечик должен быть минимально возможной толщины. Но для этого придется его немножко усилить. Усиление достигается, во-первых, установкой целого листа на боковину без стыка,
а во-вторых, особенностями каркаса. В принципе, здесь ничего такого особенного нету. Наша обычная стандартная сборка. То есть по листу отбиваем линию и прикручиваем внешний профиль. Особенности относятся к перемычкам. Они тоже сделаны из направляющего профиля УД и закреплены по всем 4 сторонам. Сначала со стороны, где уже закручен гипсокартон, затем с внешнего края, вот в этом месте. Но для этого нужно убрать лишнее. И в последнюю очередь вкручивается саморез возле стены. Как в реальности выглядит очередность выравнивания? Мы срезали лишний гипсокартон и саморез по внешнему краю закручиваем под угольник. Так достигаются 90-градусные углы на нашем заплечике. При этом он еще двигается вправо-влево. От излишней податливости нас избавит четвертый саморез, вкрученный в перемычку возле стены. Эта последняя точка крепления имеет еще одну очень важную функцию. С ее помощью можно вытянуть внешний край нашего узкого заплечика точно по вертикальной линии лазера. Даже если профиль с гипсокартоном имеет локальный изгиб в 2-3 мм, то эту деформацию можно убрать фиксацией перемычки в нужном положении, именно в точке возле стены. Готовый выровненный каркас зашиваем гипсокартоном. Боковую сторону и торец. На этом наша работа точно закончилась. Дальше будет плитка и установка сантехники. Кстати сказать, заплечик держится очень жестко, хотя толщина у него всего 5 см, и он по сути является отдельной деталью. А это гидроизоляция. Начата плитка, гусак замоноличен на свое место и собран поддон для мозаики. Почти готовая душевая кабинка. Пока без стекла, без кнопок и без лейки, но внешний вид уже понятен. Хочу напомнить, что реализация этого проекта выполнялась мастерами фирмы Unitech MD. На этом мы заканчиваем наш сюжет. Всем спасибо за внимание и оставайтесь с нами. Будет еще много всего интересного.